Друзья мои, приветствую, как всегда, на канале недвижимости в Италии. Я Алексей Азаров. Сегодня мы находимся около Гроссетты. Посмотрим удивительную недвижимость. 180 гектар земельный участок. Структура где-то 600 метров, где можно еще достроить еще 300. Плюс своя большая континенка, на которой мы сейчас поедем на машине, потому что она не рядом. В общем, огромная с большим потенциалом вилла, которой обязательно нужно посмотреть и купить. Продается недалеко от Гроссетта, недалеко от моря, где-то 15 минут до моря. Шикарная резиденция. Чтобы вы понимали, здесь 180 гектар собственность. Это где-то около 3 гектар свой виноградник, 32 киловатта. Солнечные панели. Покажу не все, потому что в данный момент очень много людей находится на вилле, в том числе около бассейна. Но какую-то часть, конечно, покажу. Вилла была в 2011 году полностью переоборудована, переделана. Оставили владельцы только одни стены. Постараюсь хоть как-то немножко снять, но в любом случае, кому будет интересно, без проблем приезжайте, я вам покажу. Просторная гостиная с выходом на террасу, с панорамным видом на бескрайние холмы. Сейчас потихонечку готовится к ужину. Автоматические ворота здесь только через 2 километра, чтобы вы понимали, какая большая по королевским меркам недвижимость. Вилла в шикарном состоянии находится. Подходит для тех, кто любит лошадей. Сейчас спустимся. Кто любит лошадей, кто любит производить вино свою марку может сделать без проблем. Леса 160, всего 180 гектар, 167, по-моему, лес. Вот. Плюс дополнительные земельные участки. Они, кстати, здесь сдают в аренду лес. Его там изготавливают. Сейчас тоже спустимся, покажу. И продают его. Здесь бассейн. Просторный достаточно. Просто люди отдыхают. Весь не могу показать.
Где-то день стоит 250 евро, но сдают в аренду. Но как частная резиденция мне эта идея больше нравится, потому что здесь огромный потенциал, тебя никто не видит. У тебя 180 гектар закрытой территории. Сейчас поедем, съездим вниз. Там живут отдельно консьерж, который следит, если владельцы вдруг уезжают. Очень интересная опция. И за те деньги, которые увидите по ссылочке, сумму, я считаю, очень адекватная цена за такую красоту. Сейчас поездим, посмотрим картину. Нам необходимо проехать с вами на машине до кантины. Повторюсь, очень большая территория. Есть также возможность построить еще 300 дополнительных метров. Ну, это, конечно, имение, именно владение такое, особняк просто. Сейчас вы увидите, какая там кантина, 300 метров квадратных, со своим производством вина, вообще нулячим. То есть производство, все оборудование новое, бочки новые. Вот то, что, ладно, потом, или давайте сейчас покажу вам. Я еще никогда на машине не показывал недвижимость. Это что-то новенькое. Река. И вот то, что я говорил, они продают, сдают в аренду и продают сырье. Есть необходимая специальная техника. И вот они собирают деревья, складывают в такую тару и вывозят и продают. Тем самым еще и прореживая лес. До выезда еще там где-то километр. Ну, я впервые снимаю виллу на машине, не пешком. Так, ну, поехали. Сейчас познакомимся с осликом, с лошадкой. Здесь можно поиграть в шахматы. Я свою пару ящичков этого вкусного вина, которое здесь производят. Здесь спокойно можно производить 30 тысяч бутылок и более, но владелец как бы уже нет желания, говорит, нет желания это все делать, производить. Да, года берут свое. В любом случае, я бы здесь сделал очень приватные
виллу со своей винодельной. Просто шикарный вариант. Вот мы приехали. Вот она, кантина. Вуаля. Это вот мы проехались до производства вина. Здесь отмечали свадьбы. Вот здесь вот. Это все также территория относится к данной недвижимости. Виноградники. Верментино. Видите, здесь тоже было, но он убрал. Вот здесь живут семья, которая следит за всем этим. Здесь кухня, где профессионально где готовят. Самое важное, еще раз, здесь очень приватно. Нету лишних глаз. Есть возможность сделать любой проект, который вы хотите. Можно и вино увеличить. Это вот часть, например, скудерия для лошадей. Можно сделать не 3, там 5, 6 гектар, 10. Виноград посадить. На этом месте раньше был коровник, и владельцы его вот сделали в такую вот шоурум. Такой, знаете, запах вина. Смотрите, какое произведение искусства. Все новое. А сюда давайте зайдем, смотрите. Но это залипание глаз.
Здесь то же самое. Так, где у нас тут свет? Своя линия, видите, тоже новая. Система полностью автоматизирована. В полу вот здесь мы можем с вами видеть каждую бочку, сколько градусов. Просто шедевр, что мы откопали. Сюда подъезжают машины, загружаются. Ну или можно сделать свою частную, не для продажи, для друзей, там 20 тысяч бутылок. Трактора также новые. Конюшня в очень хорошем состоянии. Более того, смотрите, как красиво. У них хобби голуби. Любовь и голуби. Смотрите, какие красавцы. Огромные. Привет. Голубятня. Своя. Да, это не уличные маленькие, это как лошади какие-то летают. Они сами, кстати, производят из леса биоматериал и отапливают виллу. Сейчас покажу. Вот это они сами делают. Щепу такую. И все, то есть у вас безотходное производство. Даже не знаю, как вам это все рассказать, но шикарный объект, просто шикарный. Это конюшня. Небольшая, но своя частная. На 6 таких вот друзей. Привет. Привет. Куда ослик убежал?
Здесь можно присесть, смотреть, как дети, папа или мама выгуливают лошадь. То есть это вольеры открытые, они здесь гуляют. И там дальше также территория. Виллу кратко показал. Еще раз говорю, там много людей, к сожалению. Не получилось все. Поэтому, кому интересно этот вариант, пишите. Вместе приедем, все посмотрим вживую. В общем, в принципе, вот это все можно сделать. Большой, огромный манеж, крытый манеж. То есть, кто любит лошадей, это все можно облагородить. Это все наша территория. И вот этот холм нашей территории, этот лес нашей территории. И 180 гектар нашей территории. Маленькая страна какая-то. Вот он. Эй! Ты куда пропал? Очень умное животное. Все, обед. Ай, животные. Какие милые. Ну, отдыхай, отдыхай. Не будем тебя мешать. Вот такая сегодня была небольшая сказка для вас. Тосканская сказка. Чао! Даже, видите, отсюда не видно виллы. Она вот где-то здесь вот. Зато у вас серьезная кантина есть. Своя скудерия, свое производство вина, свой лес, свои кабаны, лисы, зайцы. В общем, Тоскана всем богата. А мы поедем сейчас в Сан-Ремо. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет в описании данного объекта. Всем удачи, здоровья, пока.